Всем привет! Я Марина и с вами Школа Сакрамел. Подписывайтесь на канал, тут я рассказываю секреты маникюра. Для того, чтобы гель-лак не скалывался, ногти не ломались и не отслаиваясь от покрытия, необходимо учитывать множество факторов. Длину и состояние ногтевой пластины, срок носки и род деятельности. Исходя из этого подобрать базу под тип ногтей. В этом видео расскажу, как диагностировать состояние ногтевой пластины и работать с тонкими длинными ногтями. Поехали! Выполним снятие старого покрытия твердосплавной насадкой, убирая все расслоения. Безымянный ноготь наращенный в достаточно объемный слой, я его снимаю и потом выполню заново наращивание. Вижу, что ногти моей модели тонкие от природы, поэтому нуждаются в хорошем укреплении. При помощи выравнивания необходимо создать правильную архитектуру. Уточняю клиента, сколько обычно ходит с покрытием до коррекции. Если 2-3 недели, то апекс располагаю на середине натуральной ногтевой пластины. Если больше 4-5 недель, то апекс смещу ближе к кутикуле. Это необходимо для того, чтобы укрепить стрессовую зону и не было нагрузки на свободный край. Так как ногти у моей модели длинные, необходимо использовать жесткую базу, для того, чтобы не было усадки материала, то есть проседания в зоне свободного края, что обычно мы можем увидеть на каучуковых пластичных базах. Приподнимаю кутикулу апельсиновой палочкой. Мягкой пилкой убираю отслойки. Можно подготовить также ногтевую пластину бафом. Придаю форму свободному краю, исправляю на форму миндаль, таким образом ногти будут носиться лучше, без сколов в точках вроста. После маникюра обезжириваю ногтевую пластину. Для того, чтобы обеспечить хорошую носку на истонченных ногтях, предварительно нанесу тонкий промазывающий слой пластичной базы. Отправляем в лампу на просушку. Архитектуру буду выполнять при помощи жесткой базы. При большой длине мне необходимо выполнить объемный выравнивающий слой. Удобнее использовать базу густой или средней консистенции. При работе жидкой базы работайте в 2 этапа, но высота материала должна составлять не более 1 мм. Чем толще нанесен гель-лак, тем большее количество тепла он будет выделять, клиент будет ощущать жжение, что чревато ожогами ногтевой пластины. Видео о ожогах вы можете посмотреть, я оставлю ссылку на него в описании.
Надавливаю на свободный край, вижу, что ноготь белеет в центральной части, значит здесь должен находиться максимальный объем материала. И также наивысшая точка апекс. Так как ногти у моей модели растут медленно, апекс я буду располагать не ближе к 1/3, а посерединке ногтевого ложа. Мизинчику еще не хватает жесткости, поэтому сделаем дополнительный слой базы. Мы разбили на 2 этапа для того, чтобы снизить жжение во время полимеризации. На указательном выполним другой вид укрепления. Для этого нам понадобится акригель. К тому же у меня трещина в точках вроста и отсутствующая боковая стенка. Укрепляю свободный край, при этом поднимаю немного клюнувший носик. Для этих целей можно использовать не только акригель, но и гель или акрил, любой жесткий материал. Отправляем на просушку в лампу. Снимаю липкость и придаю форму. После чего выполняем выравнивание базы и акцентируем внимание на зоне у кутикулы, там, где у меня нет акригеля. Выравниваю жесткой или средней жесткой базой. Это позволит армировать ноготок, не давать ему сгибаться. Наношу базу с выравниванием, отправляю на просушку и теперь дублирую выравнивающий слой. На большом мы видим углубления, а также перепиленный ноготок разного цвета, поэтому работаю тонкими слоями, буду их наносить несколько, промежуточно просушивая. Вот наш результат. Ногти мы укрепили. К
Кто-то может сказать, что проще срезать ногти и нарастить заново. Но есть ряд клиентов, которые очень ими дорожат и ни в коем случае не позволят вам этого сделать. Теперь вы знаете некоторые способы работы с тонкими длинными ногтями. Подбирайте правильно базу под тип ногтевой пластины. Всем успехов в работе! Пока-пока!